Манипура, чакра моя дорогая, я познаю твою символику и учусь применять в своей жизни принципы, заложенные в тебе. Какое огромное поле возможностей открывается. В переводе с санскрита манипура – драгоценный камень. И это внутреннее сокровище связано со стихией огня. Когда я настраиваюсь на манипуру, я ощущаю в солнечном сплетении этот огонь. Он не горячий, не разрушительный. Он чистый, золотой, сияющий. Я вдыхаю свет, и пламя разгорается ярче. Этот бесконечный поток света – мое внутреннее солнце, усиливающее тепло внутри и чистоту моего внутреннего мира. В символике манипуры центральное место занимает желтый лотос с 10 лепестками. В каждом лепестке отражен определенный принцип. Им стараюсь следовать. Первый лепесток – подчинение желаний. Я научилась отличать желания, рожденные душой, от тех, что продиктованы страхами, иллюзиями и другими слабостями. Я проявляю желания, выстраиваю по приоритетам. Я радуюсь им, ведь они рождают жизненную энергию, а я учусь ими управлять, подчиняя реализации своего предназначения. Следующий лепесток – подчинение негативных эмоций. Я признаю существование боли, недовольства, разочарования, но не даю им разрушать мое внутреннее пространство. Негативные эмоции – это сигналы. Отслеживаю их. Я не подавляю, а стараюсь разобраться, что в себе изменить, чтобы впредь предотвратить. Анализирую, почему допустила, и моделирую, как хочу трансформировать. Следующий лепесток – подчинение позитивных эмоций. Когда я наполнена радостью, это удивительное и светлое состояние. Я принимаю его с благодарностью и наслаждаюсь им, сохраняя гармонию внутри. Я оберегаю эту радость от чрезмерной эйфории, чтобы не создавать иллюзии о людях или обстоятельствах и не приходить к разочарованиям. Так моя радость становится чистой, устойчивой и дарит мне внутреннюю силу. Следующий лепесток – самоконтроль. Самоконтроль – это искусство выбора. Что сказать, когда промолчать, как действовать и почему. Мои слова и поступки становятся продолжением моих ценностей, а не случайных эмоций или колебаний настроения. В самоконтроле нет жесткости. В нем есть уважение своих достоинств, верность себе. Я бережно храню свою целостность и не позволяю мимолетным чувствам разрушать то, что выстраиваю в своем характере настойчиво и с любовью. И я стремлюсь овладеть искусством управлять своими эмоциями. Я защищаю свои ценности без агрессии, сохраняя внутреннее достоинство и уважение к себе. В поступках опираюсь на взвешенность, рассудительность и справедливость. Следующий лепесток – очищение мыслей и внешних проявлений. Я учусь замечать, что думаю, выбираю, что оставить, отпускаю, что загрязняет мое сознание. Это не одноразовый ритуал, это постоянный процесс, как дыхание, как утреннее пробуждение. Я регулярно очищаю свой разум от обид, претензий, жалоб и других негативных эмоций и впускаю в свет осознанных, созидательных мыслей. Очищая мысли, я очищаю и внешние проявления, ведь мое поведение – это отражение того, что внутри. Я наблюдаю за своими словами, становлюсь внимательнее к интонациям, к смыслам, которые вкладываю в речь. Я очищаю свое мышление от хаоса, агрессии, обвинений. Я выбираю слова, несущие ясность и уважение. Это не попытка быть хорошей. Это путь к внутренней честности и чистоте.
Следующий лепесток – очищение эмоций и состояний. Я учусь очищать свои эмоции, не подавлять, не убегать, не сдерживать до последнего, а принимать, признавать, проживать. С негативными эмоциями стараюсь разобраться. На что среагировала? Значит, подобное есть внутри. Могу ли я на проявленный негатив повлиять прямо сейчас? Если да, действую, зачищаю, трансформирую. Если нет, отпускаю. Очищение эмоций – это путь к свободе. Я чувствую, как с каждым осознанным проживанием во мне становится больше пространства, света, искренности, доброты. В символике Манипуры есть 3 молоточка. 3 принципа, которые формируют мою силу, мою суть, мое внутреннее солнце. Первый молоточек – ответственность за себя и свою судьбу. Я отказываюсь жить, соответствуя чьим-то ожиданиям. Я встраиваюсь в божественный сценарий своей судьбы. Я создаю свои обстоятельства. Ответственность дает мне власть не над другими, а над собой, над своими реакциями, решениями, мыслями. Ответственность дает мне точку опоры в себе, в своем выборе, в своем пути. Второй молоточек – динамическая самооценка. Я учусь принимать себя разной, в моменты силы и в моменты сомнений. Я позволяю себе меняться, ошибаться и делать выводы, принимать конструктивную критику, но не позволять чужим словам обесценивать мой путь. Динамическая самооценка делает меня устойчивой. Неважно, снаружи шторм или штиль, внутри я сохраняю стержень, свою опору. Третий молоточек – открытость к познанию. Для меня это не бесконечный поток информации, а чуткость к тому, что действительно питает мою душу. Я не просто собираю знания, я проживаю их, пропускаю через опыт, и только тогда они становятся мудростью. Я чувствую, все, что приходит ко мне, должно быть сонастроено с моими целями, с моим развитием, внутренним движением к свету. Брать ответственность за свою судьбу мне помогает дисциплина. Я приняла. Для меня она опора и усиливает мою свободу. Когда у меня есть внутренняя организованность, я не расплескиваю силы на лишнее. Я знаю, что важно, а что только отвлекает. Дисциплина не требует идеальности. Она требует честности с собой. С каждым днем она укрепляет мою волю. Я становлюсь способной доводить начатое до результата, основываясь на собранность и обязательность к самой себе. Я надежная часть целого, конкретного процесса, и этим заслуживаю доверия. Умеренность. Она сохраняет мой баланс. Не бросаться в крайности, не разбрасываться силами. Это умение чувствовать меру в информации, в еде, в эмоциях, общении. Умеренность помогает мне оставаться в ясности и не терять контакт с собой. Бесстрашие. Для меня это умение двигаться, несмотря на страх. Смотреть в глаза вызовом и не отступать. Бесстрашие – это не безрассудство, это внутренняя решимость. Если жизнь дает испытания, значит, я готова. Значит, я смогу. Манипура – это дисциплина, идущая от души. Я строю себя не насилием, а пониманием. Мой внутренний огонь не разрушает, а освещает. И каждый принцип – это не просто правило, а ступень к свободе, которая начинается внутри.